Всем привет, вы на канале Apollo Games, и мы продолжаем обзор на Эвриму. По игре под названием VIL. Ну, это бета-тест. Хочу сразу же всем напомнить, и когда вы заходите в него, вы там выбираете, то что вы подписываетесь на этот бета-тест, и не надо вот этого вот всего в комментах. Короче, мы сегодня будем обозревать Дейнозуха, Птеродактиля и Трайка, которые еще в игру не добавлены. Ну, я думаю, уже ни для кого не секрет то, что администраторы научились их как-то там через консоль вроде выдавать. Так, играю, если что, на серверах Age of Dino, и ссылка на его дискорд и сайт будет в описании под видео. На этом сервере, кстати, сейчас происходит раздача вот этих вот динозавров, которые еще не готовы. Ну, может быть, кому-то будет интересно просто за Птеродактиля полетать. Дейнозух и Трайк, они еще очень неиграбельны. Ну, как мы сейчас видим, я хожу, даже звука нету. То есть я просто такой ползаю, и ничего не происходит. Ну, типа, он вообще еще недоработанный. Кусать даже не могу. Сейчас нажимаю на левую кнопку мыши, на правую вообще нифига. Ну, можно посмотреть, как он крутится. Правда, это дело залагивает. Сейчас просадка кадров была какая-то жесткая. Смотри, как он разворачивается. Я думал, это поворот вот этот вот резкий. Это который показывали разработчики. Я думал, на какую-то отдельную кнопку делается. А нет, это просто разворот. Ё-моё, как тебя колбасит. Давай попробуем в болото залезть. Но, правда, я еще не могу плавать, да? Я просто такой по дну хожу. И вот прошло несколько часов после предыдущего момента, и вышел патч, который убрал и Дейнозуха, и Трайка, и Птеранодона. И, то есть, ну, по понятным причинам раздачи отменяются. Такие вот дела, но зато подвезли настройки наконец-то, и все могут настроить все, как они хотят, чтобы у них там не лагало и все дела. Я вот, например, сейчас нормально настроил, чтобы графика была хорошая и не было мыла. Вроде как намного получше стало. Ну, в общем-то, как-то так. И немного попозже мы еще посмотрим на рыб и поговорим о дорожной карте, которую выпустили разработчики. Там они говорили о том, какие динозавры будут добавляться, они там по каким-то партиям их разделили. Что по самому Дейнозуху, ну, моделька мне нравится. Как он двигается назад, в принципе, нравится, правда. Ну вот, плавности какой-то нет, когда его колбасит. Но я опять же сравниваю его с Арказухом из The Beast of 9500 вроде. Так. Давай посмотрим. Ну, больше за него вообще, в принципе, делать нечего, кроме как крутиться. Некоторые сервера продают его, уже начали продавать, но зачем он нужен, если он вообще ничего делать не может? На Птеродактиле ты хотя бы полетать можешь, а вот это вот что? Ну, типа такой себе, просто побегать. Подожди. А shift у тебя есть? Да, на шифте нифига себе он носится. Неплохо так. Ну и попрыгать можем. О, все, да? Залагал. Как же это смешно выглядит. Ну-ка, подожди. А поворачиваться ты также будешь быстро? Нет, смотри. С одной скоростью поворачивается. Если там он какие-то рывки делал. Ё-моё, котлетка какая-то. Как же это нелепо выглядит. Ну, ясное дело, то, что он у меня сейчас даже и не отлагает. Я так и буду висеть в воздухе просто. Ну и сейчас, ясное дело, судить о чем-то вообще глупо, потому что мы, можно так сказать, заглядываем за ширму разработки, потому что вроде как не хотели даже давать доступ к этому всему, но люди как-то нашли, как выдавать этих динозавров. Ну, не суть важно. Трайк. Ну, мне кажется, он очень похож на просто из старого VIL Трайка, только немножко какой-то другой. Анимация вроде бега другая, правда у него, блин, ляжки так трясутся странно. Ну, я за Трайка мало играл, не знаю, вам судить, короче. Ну и опять же, ударить я не могу, хотя... Почему? Ладно, может быть они просто еще... когда через консоль прописываются, не могут драться. Ну, также у них и голод, и жажда не спадают. Вот такой вот он. Подожди, ну-ка, как он вертится. О, прикольно, смотри. Он что-то прыгает как-то. На передних лапах, вот. Неплохая такая... Не знаю, мне нравится альт в этой игре, который не альт, а
Ну, типа, ты просто крутишься. А вот птеродактиль летает надо мной, а он еще один. Ё-моё. Он просто упал. Хоть звук какой-то появился природы. Ну, неужели? Блин, ну мне нравится, в принципе. Мне кажется, он теперь намного медленнее как-то разворачивается. И это неплохая тема, потому что, ну, типа, такой громоздкий динозавр, а ты к нему подбегаешь сзади, чтобы его за филейную часть укусить. А он прям мгновенно на альте поворачивался и, ну, типа, мог убить тебя легко. Ну, короче, вот такая вот булочка. Не знаю, прикольно. Вроде как анимации какие-то другие есть. Ну и давай попробуем полетать. Кстати, я появился на камне сразу. И, может быть, это значит то, что уже точки спавна для птеродактилей прописаны. Ну, на каких-то высоких местах, знаешь. Ладно, давай попробуем. Не получилось у меня с первого раза взлететь. А, да, мне же разгоняться нужно, да? Ух, ё-моё, а взлететь-то как? О, еще раз на пробел нужно было нажать просто. Хорошо, давай попробуем посмотреть на эту карту с высоты птичьего полета. Так, вон там вроде как уже конец карты. Синим блестит. Ё-моё. Ну, аэродинамика даже какая-то есть, да? Ё-моё, не знаю, как-то странно. Немножко он деревянный еще. Может быть, это дело исправят. На видео разработчиков, когда они показывали птеродактиля, он вообще казался каким-то, не знаю, ну, никакущим. По сравнению с той же Бермудой, там, птер, ну, как-то намного лучше выглядел. Но вот сейчас я, когда за него играю, ну, как бы чувствуется все равно то, что я лечу. Я думал, такого не будет. Мне еще интересно, можно ли вон на тот камень забраться. Это мы обязательно проверим, но сначала вот эту вот сторону карты проверим. Ну, тут просто дремучий лес какой-то. Так. И, кстати, многие пишут, что вот тут типа деревья неправильно раскиданы на карте, все дела. Ну, это не мудрено, потому что разработчики говорили, что эта карта, она сейчас тоже типа тестовая, потому что они ее сделали меньше. Пока что бета-тест. И им пришлось вот так вот просто напихать, ну, типа, и сойдет, так скажем. А потом карта будет более такая продуманная, что ли. Так, а если я в дерево врежусь? А почему я поворачиваю налево, а ты поворачиваешь направо? Я поворачиваю направо, ты все равно поворачиваешь направо. Это что такое? Ладно, не буду жать кнопки лево-вправо. Ну, ой, ё-моё. Ну, вроде как полет только сбился. И я начал падать, и один раз на пробел еще раз нажал, и взлетел. Угу. Урона, конечно, я не получаю. У меня просто какой-то там первый или второй экран сейчас. Ну, то что вот это вот кровь вокруг. Ну и как бы я типа бессмертный. Давай скорости немножко поднаберем. Странно, я поднабираю скорость, когда лечу вниз, а потом, когда выпрямляюсь, скорость все равно остается та же. Ну-ка. Ну да, все просто. Непроходимое препятствие. Я думал, что разработчики это уберут, но прислушайся сейчас. Звук шуршащего пакета. Но это никак не звук полета, это звук шуршащего пакета. Не знаю, они, видимо, не могли придумать, что сделать. Да что ж ты поворачиваешь-то в одну сторону? Ах да, есть же еще один способ взлетать. Просто нажимаешь пробел, и он типа взлетает. Достаточно быстро. Но, скорее всего, это еще будет как-то балансироваться, чтобы птеродактили не были прям слишком такими имбовыми. Ну и когда ты разбегаешься, тоже зажимаешь пробел, можно сразу его отжать, и ты сразу полетел. Ну, как по мне, прыжок с места даже лучше. Ну, по крайней мере, сейчас. Ну и без проблем, конечно же, еще и под водой сейчас можно летать. Ну, вода, потому что до сих пор еще не сделана. Вот так вот выглядит. Там какие-то реки прям подводные есть. Случайно заметил, как внизу деревья выглядят. Они все как будто растут вокруг меня. То есть это сейчас сделано для того, чтобы, наверное, как-то оптимизировать. Но выглядит это крипово. Но это по-любому будет камень птеродактилей, потому что больше сюда никто не сможет залезть. Они тут будут гнездоваться, все дела. Хотя тут места нифига нету, он острый. Ну-ка, я смогу куда-нибудь вообще сесть сюда? Давай-ка попробуем сейчас. Ох, так. Ну,
такое. Давай взлетим. Вполне себе удобное место для гнезда. Ну и вот так вот выглядит вся карта сверху. Ну, большая, конечно, территория. Но деревья вот эти вот, это капец. Надо как-то выставлять побольше радиус. Особенно если есть в игре птеродактили. Это понятно, ты там за наземных нифига не видишь. Как там у тебя вдали деревья прорисовываются. А вот так вот это ужас какой-то. Они все просто как картонные. Я еще сегодня хотел проверить наскок Юты, потому что я в первом ролике пытался, а оказывается full адултом нужно быть, чтобы это делать. Ну, наверное, проверим сейчас в конце ролика. Ну а перед этим мы поговорим о дорожной карте. Они собираются выпускать по партиям несколько динозавров. Они не сказали когда, что, зачем и почему. Ну, то есть они будут их рандомно выкидывать как-то. В зависимости от того, как они будут делать. Они там сами будут смотреть, но динозавры уже названы. И вы даже можете там где-нибудь почитать, для чего они их там добавляют и какие они будут. Они каждому приписали что-то свое. В первой партии выйдут такие динозавры, как Авацератопс, Гамалоцефал. Ну, это что-то типа Пахи, потому что он принадлежит к его инфроотряду. И Троодон. Троодон — это ночные ядовитые хищники. То есть в игре будет персонаж с такой механикой, то что он укусит тебя, например, и у тебя будут постепенно жизни от яда отниматься. По-моему, это круто, хотя сейчас многие начнут: что, ядовитый динозавр, вы что, офигели? Ну и все в таком духе. Это и не важно. Меня больше смущает другой динозавр из партии С. Мы сразу к нему перейдем. Бэйпяозавр. Это вообще инфроотряд терезинок, но они его хотят засунуть в водную тематику. Травоядный водный динозавр, который, скорее всего, будет кушать какие-то водоросли или я не знаю что. Но он типа будет быстрый в воде. Хотя я так посмотрел, Бэйпяозавр, он вроде как и не водный, он что-то типа, не знаю, пернатый. Скорее всего, с деревьями там что-то связанное. Ну, то есть, такой обычный наземный. Но вот разработчики почему-то решили в водную его среду закинуть. Так, из этой же партии у нас сразу же добавляются другие водные динозавры, но только хищники. Зуха или Барионикс, они еще вроде как там не решили. Ну и Дейнозух. Так, пакет Б у нас Дриозавр и Галимим. Из травоядных и Карнотавр. Ну, в общем-то, ничего нового, это в старой игре все было. И пакет D. Пахи, Диабло и Цера. Тоже ничего. В принципе, такого нового и интересного. Тут дичь какая-то происходит, я смотрю. Ютка сидит, динозавры с неба падают. Ну, один из админов просто ко мне тпшнулся и развлекается. Вроде как первая партия должна выйти где-то через 3-4 недели, но пока что они будут выпускать всякие хотфиксы, работать над искусственным интеллектом и все в таком духе. Остается только ждать. Появились за Ютку, и тут у меня есть подопытный, на котором я сейчас буду проверять наскок. Что? Подожди, если я просто подойду и правой кнопкой... А, так он даже цепляется. Надо, наверное, подальше чуть-чуть отойти. Да, вот, и я начинаю просто есть. Мне на левую кнопку мыши даже не надо нажимать. Отжимаю, и он просто соскакивает. Очень много стамины тратится. Смотри прям как. Но вообще, это очень прикольная механика. Особенно толпой нападать на какого-нибудь Рекса, запрыгивать и кусать его. Только урон по мне проходит или нет? Он мне сейчас вроде как восполняет стамину. Либо это какие-то баги. Раньше было то, что иногда запрыгиваешь на какого-нибудь динозавра, и ты просто начинаешь летать по воздуху. Это было что-то. Хорошо, что уже вроде как исправили это. Ну, вообще прикольно. Если на левую кнопку мыши понажимаю, нет, ничего не происходит. Просто сейчас зажата правая. Вот, я прицепился, короче, и Теном-то побежала. И сейчас происходит нечто ужасное. Ну, я уже неплохо так урона нанес, но все равно. Как бы этой стамины не очень хватает, чтобы убить. При том, что, ну, у Тенон-то, конечно, очень много жизней, но... Так, подожди, если я на правую кнопку мыши... Это еще попасть нужно, если он бегает. Ох, ё-моё! Я упал, но все равно прицепился.
Нифига себе прикольно, это было какое-то столкновение, но теперь я не могу ходить. У меня стамина на нуле. Вот все. Ну-ка, если еще раз. Вот. То есть, когда он отбивается, я все-таки как-то падаю? Или это из-за того, что я неправильно цепляюсь во время движения? За хвост зацепиться вроде как нельзя, да? Странно это все. Сейчас вообще просто скидывает. За голову зацепился. И да, я урон получаю от укусов. То есть как-то правильно, да, нужно цепляться. Сейчас вот, когда копытами начала махать, я просто упал. То есть если ты кусаешь какого-нибудь условного Рекса, нужно еще выбирать место, за которое ты цепляешься, чтобы он по тебе не попадал. Ну и напоследок Тенонта предлагает подраться 1 на 1. Оптер еще в зрители прилетел. И сейчас я попробую как-нибудь ее убить, ну типа с наскоками там, просто покусим его. Второй Птер еще появился. Их, наверное, телепортировали как-то. Ну и начинаем, давай. Первым делом я опять же наскакиваю, но, блин, немножко промахнулся. Так, назад я запрыгиваю, чтобы меня передними лапами не ударили. И вот я сейчас падаю, да? И все, стамины нет. То есть я нифига не рассчитал. Да. Ясно. При драке сейчас наскоки вообще бесполезные. Мы сейчас попробуем 2 на 1 подраться. Ну, то есть я даже... Ладно, я, короче, первый наскок сделаю. И оставлю стамину, чтобы дальше драться. Давай, короче, нападаем. Первым делом я запрыгиваю, кусаю. Вот, все, у меня половина стамины примерно. Ну, чуть больше. Люлей я неплохо получил. Лучше вот так вот просто бегать, да и кусать. В чем проблема? Так. Ну, вроде как... Блин, я тоже промахиваюсь. Ну, нормально так закусать. Ой, я застрял немного. Так. Второй очень слабо нападает пока что. Но я вообще урона не получаю. Давай, давай. Ну все, у нее уже очень много... Все. Ну и вот сравнение. Либо просто кусать, либо наскоками убивать. Это нужно как-то все балансировать. А вот наскок Юты на Юту уже совсем другой. Юта просто лежит и ничего не может сделать. То есть никак не сопротивляется, ничего. И вот так вот. Ее можно, наверное, даже с одного раза так убить. А вот рыбу я снять, к сожалению, не успел. Патч поправил это дело вместе с динозаврами. Хотя в самом патч-ноуте не было написано об этом. Такие вот дела, будем ждать, когда они просто появятся. Вроде как человек там, который занимается искусственным интеллектом, сейчас очень сильно работает. Что можно сказать по итогу? Об этих динозаврах судить очень рано. Ну, просто хотелось посмотреть на них, то есть какими они будут. А по части дорожной карты единственный минус — это, конечно же, то, что они не назвали никаких сроков абсолютно. И сказали то, что они эти партии, даже которые они там как-то классифицировали, там типа А, Б, там все дела, водные какие-то и все в таком духе, они сказали то, что они их будут совершенно рандомно выкидывать, то есть не будет последовательности и все в таком духе. Ну, никаких обещаний, короче, не дают и так далее. А отчасти я их понимаю, потому что их сожрут, если хоть что-то пойдет не так, а вдруг они не успевать как-то будут. Но все-таки хоть что-то надо говорить как-то, не знаю, люди в принципе ждут. Очень много людей ждут. Наскок Юты абсолютно сейчас бесполезный, его нужно балансировать, то есть с ним драться, ну да, можно один раз запрыгнуть. Или если у вас там 10 Ют и вы на одного Тенонта охотитесь, сразу вместе запрыгните и убьете его, и то вы будете друг на друга цепляться. По большей части у меня такое было, и жаль, это на запись не попало. Но такое случается. И
ну, он просто бесполезный какой-то. Еще хотел сказать то, что мне нравится, как сейчас группы сделаны. То есть их нет, и только то, что на однерку подсвечиваются ники. То есть если сейчас вот эта Юта на однерку закричит, мне просто покажется ее ник на какое-то время. Но это в первой серии я все показывал, да и во второй было за Тенонта. То есть твой вид подсвечивается. Это круто. То есть вы сами там требуете какого-то реализма или полуреализма, но беситесь из-за того, что нет групп, и вы не понимаете, кто свой, а кто чужой. Ну, как-то такое себе вот. Оставили бы они. Я вроде как слышал, они собираются все-таки делать группы, как в том Виайле. И, как по мне, это даже минус. Ну и ладно, на этом я уже буду заканчивать. Что будет дальше, узнаем уже в следующих сериях. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.